В день, когда произошла эта история, двое волонтеров уже успели спасти собак, которые оказались в тонущем автомобиле в реке. Сотрудники организации уже возвращались в приют, но неожиданно одна из девушек увидела собаку, которая беспокойно бегала по парку. Собака была очень голодна и явно искала для себя пропитание. Девушки решили посмотреть, не нужна ли помощь этой собаке. Они проследили за ней и выяснили, что у собаки есть щенки, которые прячутся под заброшенным автомобильным контейнером. Узнав о четвероногой маме с детками, волонтеры поспешили на помощь. Когда спасатели заглянули в нишу, то сразу же увидели испуганную белую собачку. Она смотрела на людей в ужасе и даже не хотела брать предложенное угощение. Оценив обстановку, волонтеры поняли, что им потребуется специальное оборудование, чтобы достать собаку и ее потомство. Пока они ездили в офис и обратно, наступил вечер, и условия для спасения четвероногой семьи были не самыми благоприятными. Кроме того, выяснилось, что щенков несколько, и работа по их спасению затянется надолго. И вот первый кроха оказался настолько близко, что его можно было взять голыми руками. Легко потянув на себя крошечные лапки, спасатели извлекли малыша. Тут же появилась и испуганная мама с немым вопросом в глазах, что происходит. Как только щенка вытащили, она в панике бросилась следом, и волонтеры приласкали ее, показывая, что малютка в безопасности. Извлечь других щенков оказалось гораздо сложнее, ведь малыши забились в дальний угол, и их испуганные глазки с недоверием смотрели на спасателей. И тогда в ход пошло специальное оборудование. Это был крупный сачок с ручкой, которую можно было устанавливать на требуемую длину. С его помощью спасатели и надеялись отловить всех щеночков. И вот второй малютка принялся радостно вилять хвостиком, но совершенно не хотел доверять руке помощи, которая была ему протянута. Сачок помог извлечь дрожащего кроху из его укрытия, после чего щенка сразу отправили к маме в клетку, потому что собака очень нервничала. За ним пошел третий. Малюток вынимали одного за другим. К стене жался только последний, черно-белый малыш. Он оказался самым пугливым, и как только люди отвернулись, песик исчез. Через миг его нашли, но он забился так глубоко, что сачок пришлось удлинять, а вместе с ним и миссию по спасению щенка. Как ни пыталась его выманить Лоретта, малютка не двигался с места, и за дело пришлось взяться другим помощником, сменив тактику. План был прост. Один человек слегка подталкивал щенка, заставляя его выйти из укрытия, а другой, тем временем, быстро набросил на него сачок. На выполнение плана ушло время, но это сработало, и строптивый малыш наконец-то оказался в руках уставших спасателей. А дальше маму и ее малюток отвезли в приют, где волонтеры внимательно их осмотрели. Все собачки были заражены блохами, а у некоторых щенков от укусов паразитов на коже были сильные раны. К счастью, песиков отмыли специальным средством против блох, сытно накормили и предоставили уютное местечко для сна. А уже утром отдохнувшие малыши вместе с мамой Кэнди весело резвились на лужайке, радуясь зеленой травке и солнышку. Оказалось, что они совсем не пугливые, а наоборот. Веселые, жизнерадостные и игривые. Пока что им нашли временный дом, но совсем скоро крохам подыщут семя, где им подарят любовь и заботу. Мы точно знаем, что так оно и будет, ведь это чудесные собачки способны растопить любое сердце. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.